Да. Хорошо, Виктория, что ты видишь? Ну, я уже настроилась на планету Земля. Мгм. М, И я вижу, как я стою. У меня такая, как книга большая. И я оторвала листок, а передо мной планета Земля. И она, с одной стороны, вот так освещается светом, а с М. другой стороны, вот так по диагонали темное пятно. И оно такое, как будто утягивается энергия. Я вот этот листочек, там, где я написала, Мгм. оторвала, написала, оторвала, а считывается, что отдаю распоряжение. И вот этот светящийся листочек с таким черным каким-то написанным отдаю вот туда, в антимир. Мгм. Посмотри, что это ты написала. Сейчас посмотрю. Слышу приговор матрицы. Ха-ха. Мгм. Так, какое заключение? Какое заключение? Ну, приговор в чем? Какой приговор антимиру? Это связано с каким-то продолжительным действием. Слышу, как тянуть, буквально как будто бы резина вот так тянется. М. Я слышу прекращение. Вот это М. идет, что тяжесть и тянуть — это как бы одно и то же. Мгм. Так. Мгм. И что Да, это я слышу значит? Мгм. прекратить страдания. Слышу уничтожение эгрегоров власти, мучений, освобождение душ. Мгм. Потом вижу освобождение, материи жизни и вижу такое прозрачное, очень сияющее, красивое такое пространство, которое вот так как будто одно в одно соединилось. Там снизу это черное, а сверху вот это. И считывается как живое сознание Творца. И вот освобождение этого живого сознания Творца, творцов, Мгм. многих творцов. Я их увидела. Мгм. Это Творцов? как в этом шаре, да, как в этом шаре много таких шаров. А когда я присматриваюсь, то я вижу там лица. То есть Мгм. это одновременно каждый и является частью общего сознания Творца и имеет свои личные характеристики, идентичность свою, уникальность. Мгм. Так. Что ждет наше человечество, Виктория, в ближайшем будущем? Но я вот увидела, что оно, вот эта тягнучка, да, она Мгм. вот так тянется сейчас. Этот антимир тянет этой матрицей вниз, а это тянется вверх. И оно вот так раз и рассоединяется. Мгм. Что произойдет, Виктория, когда она рассоединится? Сейчас я увидела, как оно вот так выглядит. По этой шкале истинности, да, по этой ментальной карте, то свет первоисточника, все добро, оно находится вот так по диагонали. А когда ты вот это сказала, оно оторвалось, то оно вот так расширилось, и этот шар стал по центру. Мгм. А это черное, это пространство черное, оно начинает как-то уменьшаться, сжиматься и уменьшаться. И я вижу, как с того черного пространства оно вот так сжимается, а выскакивают, как будто бы выжимаются с него какие-то светящиеся прозрачные энергии. Я слышу живые души.
Ага. И они поднимаются, да, тоже? Эти Они живые души? поднимаются. Я вижу, что как-то они разделены. Одни находятся, вот эти творцы, они в этом божественном пространстве, а другие а, находятся как в промежуточном пространстве между этим черным и вот это, э, оно считывается промежуточное. Это верхнее, прямо как белое сияние, считывается как эксклюзивное, божественное. М, Мгм. ам, Это среднее, оно такое более прозрачное и имеет оттенок серый такой. Ага. Считывается как вот промежуточное, серединное. Мгм. Это те души, которые еще очищаются, Да, проходят. Мгм. да, и чем дальше вниз я смотрю, тем больше оно считывается как ума лишенное. То есть вот э, ума лишенное, вот это все черное. Мгм. Так, понятно. Так, а что Я вот слышу, Мгм. что эксклюзивность победит, и я вижу, как уменьшается вот это черное пространство, и оно вот так обретает такую форму, как жало, как капля с такой длинной верхней этой, как жало, а потом оно просто превращается, и его просто берут как булавочку, прикалывают, и оно просто в пространстве помещается как потенциал возможностей. И Мгм. слышу табу, запрещено. То есть, сейчас я посмотрю, что это связано с этим, что запрещено. Мгм. Я слышу входить в пространство зла. Это параллельная реальность. Считывается отсутствие созидания. Мгм. И снова параллельная реальность, отсутствие созидания. Мгм. Понятно. Значит, это превратится в ту точку, из которой все начиналось, это зло. Это зло было гипотетическим, и оно Мгм. должно снова стать гипотетическим. Только на тот момент опыт имел только первотворец, а творцы опыта не имели. Сейчас же этот опыт, оно буквально считывается как хождение по углям. Мгм. Вот, то есть на себе испытали. И я слышу, что появился новый формат осознанности, благодаря опыту. Мгм. Ясно. Виктория, вот, в книге, пророчеств написано, что нас ждет 1000 лет. Это связано как-то с становлением человечества? Есть такой период? Но мне почему-то идет, что для Бога один день, как для нас 1000 лет. Я слышу восстановление конов. Мгм. М. Какие будет Почему-то идет восстановление конов, и я слышу а, двухмерного, оно вот так пошло, двухмерного, трехмерного, одномерного пространств. Я вижу, что в одномерном, в двухмерном, трехмерном пространстве есть дефект, изъян.
Я слышу отсутствие качества, Мгм. угроза, угроза, и чем ниже пространство, тем больше угроза. Потому что я вижу, как через четырехмерное пространство, это как через какой-то портал, заворачивается и начинает уходить. И угроза для пятимерного пространства, а пятимерное пространство — это уже как это пространство духа, это Мгм. божественных конов. Слышу, конов дипломатии. Что это такое? Сейчас я посмотрю. Мгм. Конов сожительства, экологичного сожительства между всеми участниками жизни. Гармония. Мгм. Понятно. А что в этом пятом пространстве? Какова будет жизнь? Как она выглядит? Почему будет? Давай я найду, какая Давай. она там есть. Да, какая она есть, Виктория? Давай посмотрим. Я слышу, что это пространство духа, души, духа души. Мгм. А Я вижу, что это измерение, которое присутствует в третьем, четвертом измерении. Это выглядит как такая леечка, как вход в божественные пространства божественного сознания. Мгм. А что там происходит? Как живут души? Чем они занимаются? Я слышу благополучие. Я вижу, что они как бы отдыхают. То Мгм. есть у них такой нет, ну, просто присутствует такой релакс. М, Пространство отдыха, свободы от гнета, чистота. Мгм. Я слышу гармоничный союз с творцами. Ясно. А там также занятия хватает, творчества, жизни. Там изобилие, М. изобилие всего. Я слышу изобилие знаний, навыков, умений. Там отдых не от трудов, там люди работают. Там отдых от тяжести греха, от тяжести искажений третьего, четвертого, первого, второго измерений. А, Мгм. Человек устает тогда, когда он перестает улыбаться. Он перестает улыбаться, когда у него угроза его душе. Чем ниже пространство, тем больше угроза, и тем а, сильнее вот эти, там динамика какая-то, и такие звуки идут от этого черного мира, э, как очень тяжелые вибрации. Мгм. А я слышу упадок сознания, деструктивное сознание. А Мгм. здесь всем всего хватает. То есть люди трудятся на добро друг для друга по совести. То есть присутствие духа в человеке проявляется в наличии его совести по отношению к себе и к другим. То есть признание себя суверенным и признание других тоже суверенными душами Вселенной. Равноправие. Мгм. Хорошо, Виктория. А давай посмотрим, что будет, когда этот восстановление иконов уже восстановится. Как будет дела обстоять по отношению к этим одна-, двух-, трехмерным
пространством, что изменится? Я вижу учиться. Основной смысл учиться. Мгм. То есть эти будут пространства, будут использоваться душами для И все, да, обучения. я вижу, как слышу высшие души обучают молодых, но не позволяют уже уничтожаться, а показывают вот на тот прецедент, который был уже создан нами, тот опыт, который души уже обрели благодаря тому, что познали, что такое зло. Мгм. Я вижу, как прямо огромная душа учит, я слышу малолетних, которые буквально выходят на ментальной карте. Это соответствует сектору магии. Они выходят из магии. Я слышу, что они обучаются, как бы это перевести сейчас. Этой Почему-то мне экологичности, идет м, протектор. Протектор это как защита. защита. Они обучаются защите, да, собственных границ через Мгм. осознанность. Я вижу, Ясно. они выходят такие черные-черные, как червячки вылазят, а потом начинают светлеть. И они все смотрят на этот прецедент, который вот так светится. Я Мгм. слышу, какие-то души умрут. Негодные души умрут. Вдруг я услышала. И вижу, как шанс будет дан всем. Он дается уже всем, но негодные души умрут, я слышу. Мгм. Те, Я которые не подумала, вы какие это негодные, что это. Ам, Я слышу те, которые не учатся защите, ну, вот Мгм. протект. То есть те, которые не учатся. Не проходят эти уроки. Да, я вижу, что Вселенная их вот точно так же, как сжимается черное пространство и выдавливает те души, оно похоже, как вода кипит, и самые горячие пары, они поднимаются вверх Мгм. и превращаются в пар. То здесь тоже самое происходит под давлением уже света, темные души тоже выдавливаются, только они отвергают защиту конов Вселенной, конов жизни, и по их выбору ам, они так настроены на смерть. Они себе и людям другим желают смерть. И их Вселенная буквально выдавливает. Они отпадают сами по своему Мгм. желанию. Понятно, Виктория. Давай посмотрим в это время, когда уже пройдет это 1000 лет, как будет Да? выглядеть наша физическая Земля. Так, куда-то я попала, увидела какой-то огромный мост. Я вот спустилась на него. Мгм. Город. Мгм. И я слышу будущее как прошлое. М. Огромный город, какие-то странные мосты, огромные арочные и огромные тоже дома. Какие-то стоят дома большие и маленькие рядом, и лес. А люди М. танцуют. Вот художника увидела, стоит с мольбертом, рисует. Потом я слышу ученый, у него в голове какие-то идеи там Мгм. крутятся. А, вот оно что, вот этот мост, вот это все, это у него в голове? Так. Странно.
я вижу их, смотри, а вот этот художник, у него, где голова, такой шар, и сразу вот эта картина, у него вся вот здесь как в кино крутится, а его руки тоже как шары. Мгм. Я слышу жизнь творцов. Мгм. И А что он? вот мальчик, Так. он вот так сидит, и у него между руками такой шар прозрачный, а в шарике растет дерево зеленое. Мгм. А что он с ним делает? Можно узнать? Сейчас я вас спрошу. Мгм. Он говорит, что он селекционер, что он выращивает сады. Ага, понятно. И сразу вот он как бы мальчик сидел там в шортиках и растет вместе с деревом. Дерево растет, такое становится огромное, и он растет и становится как мужчина. А потом раз ангел и полетел. Мгм. Да, интересно. Хорошо, Виктория. Давай поднимемся повыше над землей, посмотрим, как там леса. Отсоединиться от этого Нет, просто поднимись выше над землей, посмотри. в том времени, да? Да, да, какие там Так. леса, озера, есть ли пустыни. А, я вижу, что там, где пустыня, вот так люди как будто бы копают, слышу, оазис, а пустыня, как ковер, вот так сворачивается с песками вместе, а там под песком, как будто я слышу, не как будто, а вижу, как будто вырастают грибы так быстро, да? Мгм, А я слышу, что возрождаются города. Там мгм, реки есть под песком и озера, а песок вот так сворачивается. мгм. Понятно. Это значит возвращает до катаклизмов, как было. Хорошо, Да. Виктория. Мгм. А много ли океанов? Столько же воды на Земле будет? А вот я сейчас смотрю, и я вижу несколько больших морей, но земля как-то по-другому выглядит. Мгм, Много-много блестят озера, реки, вся планета блестит. И только несколько больших морей, мгм, как большие моря, но океанов я не вижу. мгм, То есть вода распределяется как-то по-другому, равномерно. м. Ясненько. Виктория, а на полюсах есть снежные шапки или там тоже зеленые? Нет, Да. там нет шапок. Я Мгм. вижу, что нет, там растут. Я увидела пальму на Северном полюсе. Вот оно как. М, Хорошо. И также я Так. вижу животных, которые тоже как будто бы сидят и чай пьют. Ну, я слышу, отдыхают. М, Белые медведи все. И я вижу, что все как будто бы танцует. Вот животные и как люди в таком как едином танце. Как будто бы и все очень хорошо. мгм. Так, Виктория, хорошо. А посмотри, у нас вот этот спутник Луна еще присутствует на небосводе? Это та. Как-то интересно, вот так пуль, 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 3 штуки. А, действительно, Откуда это это как они в месяц, лилия и еще. Мне идет, что они нужны, чтобы уравновесить пульс Земли, и они Мгм, вот так как, с 3 сторон. И, я слышу, чтобы было
какое-то равномерное излучение добра. Я вижу, что каждая из Луны отображает свет друг на дружку. Ой, как Мгм. интересно. То есть падает свет от Солнца, Мгм. отображает Освещает свет, обратной стороной. освещает одну и вторую Луны, а эти бросают тень, ой, не тень бросают, а свет, отображение на третью Луну, которая тоже отражает свет от тех Лун, и получается, что в этом темном пространстве тоже светло. Мгм. Да, Интересно, никогда не думала об этом. да, вот такой вот баланс. Мгм. Ну хорошо, Виктория. Тогда возвращайся обратно в Да. наше время. Мгм. Так, ну давай тогда эту информацию распространим по эфирному пространству людям, чтобы они видели, к чему стремиться можно. Хорошо, Виктория. Да, мы идем в мир добра. Мгм. Старые структуры рушатся, и мы не должны волноваться об этом. Мгм. Отпускать старую систему. Я слышу с ее долгами, с ее критическими кармическими долгами. Просто отпускать. Она должна отвалиться. Ясно, Виктория. Хорошо. Да. Ну, добро. Мгм. Хочешь ли ты еще что-то посмотреть или Ну, я будем? уже выхожу, как ты сказал. Хорошо. Мгм. Хорошо, Передаю Виктория. информацию, чтобы Передаем каждая живая информацию. душа Мгм. освобождалась от всех привязок и становилась творцом гармонии, процветания, здоровья, молодости, доброты, любви. Хорошо, Виктория. Поднимайся максимально вверх, Да. отсоединяйся от всех и всего, Мгм. проверяй твое личное пространство. Все чисто. Мгм. Замечательно. Наполняемся энергией жизни, гармонии, истины и любви. Мгм. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты увидишь физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Да, вот именно получается то же самое, как было, только она так и вернется. И 3 луны, и все зеленое, красивое. А Здорово. творцы стоят, и это все у них буяет, Ваяет творчество. ваяет, да. Мгм. А так интересно, это вся реальность. Сразу вижу то, что они там творят, и сразу то, что где они есть. Супер. Я же чувствую, что это приближается это время, когда творцы уже наконец-то поймут, кто они, и Мгм. перестанут стесняться своих способностей волшебных, Вспомнит. проявлять их, да. Хорошей ноте тогда закончим.